Скажи, кто в магии найдет свои пути? Любовь в звездах, судьба в огне. Кошки и ведьмы танцуют вам. Привет, мои дорогие девочки! У нас сегодня будет расклад его чувства к вам сейчас. И мы будем гадать на Таро Монара. И посмотрим, девочки, какие же у него к вам сейчас чувства, что он испытывает, вот что в его в глубине, что потом превращается в слова, которые он вам говорит, действия его. Давайте посмотрим поподробнее. Ну что, давайте смотреть. Это первый вариант. Это второй вариант его чувства к вам сегодня. Его третий вариант и четвертый. Загадывайте свой вариант и давайте смотреть его чувства к вам сейчас. Выберите, пожалуйста, свой вариант. Почувствуйте, девочки, карту Таро, которая будет говорить о его чувствах. Вот прям свяжите ее, карту, и как будто она между вами и между тем мужчиной, которого вы загадываете. Посмотрите, какой вот сегодня вам вариант больше всего подходит. И давайте глянем. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Ну что, если вам еще надо время для того, чтобы выбрать, нажмите на паузу и так вот повыбирайте, какая вот карта будет двигаться, откликаться, хотеть, как говорится, вам открыться. Если вы в активном поиске, то загадайте, девочки, одного мужчину, а на другие карты Таро хотя бы просто, знаете, какие-то типажи, типы, архетипы мужчин, которые вам хочется, чтобы пришли в вашу жизнь, и они действительно придут. Ну что, поехали. Итак, смотрим первый вариант. Первый вариант его чувства к вам сейчас. Карта повешенного. Карта повешенного выпала нам. Как говорится, радоваться тут нечему на самом деле. Это, девочки, мужчина, который сейчас в том или ином плане он страдает. У него какие-то мысли такие, ну, на самом деле, немножко даже жуткие. Давайте глянем, почему. Что он думает о вас сейчас. Либо вы его отвергли интимно, либо он не получил от вас именно какой-то интимной близости, которую он хотел. Либо он, девочки, опростоволосился в интиме. Либо вот он хотел чего-то, а не получил именно то, что он считает интимом. Возможно, например, у вас была классика, допустим, да, а он как король огня, он, как говорится, любит что-нибудь такое пожестче или еще что-нибудь, какие-то извращения. И поэтому он остался как-то, как будто бы недоволен вашим сейчас общением с ним. И так как выпал повешенный сигнификатор, он, девочки, как-то так... Он странно думает. Да, вы вертитесь у него в голове, но он как-то странно. Какая-то досада присутствует. И не понимание, как действовать дальше. Он думает, что его надули, обули, разули. Вот такое какое-то, что его ввели вокруг пальца. Или как-то судьба не сложилась. И что у него что-то не получается, то, что бы он хотел. Его не посчитали вот этим королем, императором, да. То есть он хотел бы большего. Но что он делает? Восьмерка земли. Он, девочки, занимает сейчас какую-то позицию такую выжидательную, да. Он о многом может молчать, ничего не говорить, но скулы у него дергаются, да. Ходит ходуном. Или кадык, или скулы. Знаете, когда вот мужчина свою какую-то либо агрессию, либо какую-то досаду вот так просто прожевывает, как будто в челюстях у него зависла она. Он решил сейчас наблюдать. Он решил наблюдать за вами, что же будет дальше. Как судьба будет развиваться, да, обстоятельства, время. Он за вами много наблюдает. Четверка воды выпала. Он смотрит за вами.
Если вы думаете, что он не смотрит, да, он смотрит. У него есть еще какая-то... Знаете, это похоже больше на мужчину, который вот пытался, как будто у него был какой-то последний шанс, да, и вот как-то все пошло не так, не по плану. И он все равно надеялся в глубине души на какие-то вот прям любовные отношения, но выпали такие карты, четверка, девочки, и тройка воды. Это такие не совсем супер прям карты любви, когда мужчина все дает женщине для того, чтобы с ней вместе быть и все остальное. У него внутри какое-то такое, знаете, переживание, что я бы хотел бы этих классных любовных отношений, но он, вот эти вот карты, они идут такие, знаете, эгоистические, возможно, даже из-за того, что выпал этот старший аркан повешенного с королем огненным, да, нарциссические нотки в его поведении по отношению к вам есть. То есть это не тот мужчина, который хочет давать, это тот мужчина, который хочет брать, понимаете? Он хотел бы взять с вас что-то, взять. У него серьезные планы насчет вас, да, то есть он не хочет вас отпускать, это какой-то, вот реально, как неразделенная любовь, но он готов к сталкеризму, к преследованию, да, или это, девочки, если вы вдруг тут женатика загадали, или, ну, короче, какого-нибудь такого, тот, который хочет продолжать держать вас в своих лапках, никуда не отпускать, как кошка с мышкой играть с вами, и вот это его серьезное намерение подтверждается. Но опять-таки сигнификатором выпал повешенный. Он не совсем правильно и нормально, и по-мужски, скажем так, оценивает эту ситуацию, которая между вами сложилась. Давайте дальше посмотрим его чувства к вам сейчас. Маг. Он на многое пойдет для того, чтобы вас удерживать. Это могут быть и манипуляции, это может быть и магия, да. То есть смотрите за своим состоянием, потому что девочки здесь лягут на вас и какие-то манипуляции, возможно, магия. То есть магию вы увидите через какие-то знаки, которые будут вам идти. Или вдруг, если будут появляться навязчивые мысли, если вы вот прям, знаете, будете как одержимы этим мужчиной, это не есть хорошо в вашем случае, потому что, скорее всего, это будет тоже связано с магией, с манипуляциями, теми, которые он проводит для того, чтобы вот прям, знаете, не выпускать вас из своих рук. Даже если как будто вы на расстоянии, вроде бы даже, вот если игнор, не списываетесь ничего, но у вас постоянно какие-то даже маниакальные вспышки, сны какие-то, эротические даже сны, связанные с ним, то это, девочки, скорее всего, то, что он наводил на вас приворот. Мужчины в равной практически степени, как и женщины, наводят привороты. Да, особенно, когда женщина не дается, девушка не дается. Если вы думаете, девочки, вот я вам с другой стороны говорю, да, если думаете, что мужчины не гадают или, например, не наводят что-то, да, на женщин, то вы сильно заблуждаетесь. Иногда даже на жен своих, которые вот устали просто от отношений, мужики идут, то сделайте мне на нее приворот, чтобы она никуда... То есть она уже еле, ну, живая, грубо говоря, эта девушка, да, жена, а они хотят. И, конечно, сколько раз я, например, уже, ну, отворот-поворот давала таким мужчинам, потому что просто уже невозможно. Такие, знаете, липучие есть. И я в первую очередь из женской солидарности думаю про жену, чтобы ей было лучше, было хорошо, и чтобы на нее как-то не воздействовали. Поэтому здесь, девочки, будьте осторожны с этим мужчиной. Он сейчас все-таки в старшем аркане повешенного выпал, и это не просто так, да. Это может быть какое-то такое на вас влияние из-под тишка, извне, для того, чтобы все-таки вами завладеть, но именно в своих каких-то интересах, да. И, в принципе, смотрите, сколько карт повыпадало, не выпало именно вы как пара, или не выпала его такая супер отдача по отношению к вам, да. Этот мужчина заинтересован, чтобы вас удержать рядом, чтобы вы про него думали, чтобы вы никуда не делись от него, да, а дальше он типа подумает, что с вами дальше делать в зависимости от того, что будет происходить. И еще один такой момент, я должна его озвучить. Если он, девочки, под лярвой, то есть он склонен к алкашеству, лудомании и потреблению там всяких порошков стиральных, да, то я вам скажу, что надо бегите, бегите, понимаете, потому что есть такие вот...
Я знаю таких, кстати. Антох, Лёх и всякую такую херню, которая присасываются к женщине, да, и это вот тянут с нее все соки для того, чтобы она обслуживала его, вот эту лярву, да. Вот и все. А лярва будет пользоваться, вот как говорится, его 17 сантиметрами или 13, или 5, да, для того, чтобы вас удержать. То есть там все будет связано с тем, чтобы вас удержать и подпитываться вами. Поэтому будьте осторожны. Давайте еще посмотрим его чувства к вам. Чувства, какие он испытывает. Он, девочки, смотрите, выпала колесница и 4 земли. Здесь есть еще какой-то материальный интерес. Материальный интерес, девочки, есть. Даже если вы считаете, что у вас нет ничего, посмотрите, что есть у вас родители, или что на вас записано, или он, например, не знает. Очень часто так и бывает, что когда девушка живет одна в квартире, у нее есть, он, все, привязался. Такой любимый весь и хороший. Поэтому будьте осторожны. У него есть далеко идущие в перспективу планы, которые связаны с чужим имуществом. Как с вашим, так и с имуществом, ну, других людей. То есть тут я рассматриваю все-таки в этом первом варианте, да, повешенные вот эти серьезные планы, но они вот реально подвязаны, девочки, это то, что он, смотрите, помните, я вам сказала, что он там что-то молчит, да, и смотрите, она в земле, вот это молчание его, и 4, пути его тоже в земле. Вот эти вот 2 карты говорят о каком-то вот прям меркантильном реальном интересе в вашу сторону тоже. Поэтому будьте осторожны именно с этим мужчиной. Тут надо, знаете, бабка надвое делила. Ну, давайте еще посмотрим его чувства к тебе. Дьявол. Он сила, башня. Очень много старших арканов. Смотрите, тут надо реально понимать вот для себя, отделять черного от белого. Либо это 50 оттенков серого, прям реально как в том фильме, с какой-то такой вот комнатой, где плетки и ушки котика, понимаете, и какие-то пробки с алмазиками для одного места. Понимаете? Дьявол, сила, башня, колесница, повешенный, 14-й старший аркан умеренности здесь выпал для него. Ну, что я вам могу сказать? Мужчина, который... Это такой, вы знаете, кот, жадный кот, который ловит, понимаете? И вы для него действительно здесь, он относится к вам как кот к мышке. Он как охотник, и он чувствует себя охотником, и у него только охотничьи задачи для него есть. Единственное здесь надо понимать, это черное или белое. Если это среднестатистический мужчина, у которого есть работа, у которого, девочки, очень важно, 16-й старший аркан выпал, да, у него есть своя недвижимость какая-то, какой-нибудь дом, да, или квартира какая-то, у него есть постоянная работа, автомобиль, то есть у него есть что-то, что окружает его жизнь, и он нормальный, да, то и он не бил женщин. Если в его, как говорится, анамнезе, в его в прошлом нету такого, что он кого-то там избивал, за что-то сидел, вот такое вот все, и он более-менее чистый, то здесь какое-то маниакальное преследование в вас, оно будет читаться, да, и вы будете это даже наблюдать, и вас будет тянуть к нему, как к хулигану какому-то, да, потому что он уже у вас пустил вот свои вот эти вот, знаете, корни какие-то все-таки в вас спустил. Это читается по этим старшим арканам. Но если он, девочки, черный, если он действительно вот такой лудоман, наркоман, алкаш, сидевший такой за какие-то такие дела, я вам скажу, что тут трудный вариант и очень реально трудный. Это тот, от которого тяжело избавиться, расставить свои границы тяжело. И быть самой собой тоже тяжело. Поэтому я бы не советовала вам именно сейчас, прямо с этим первым вариантом,
строить именно серьезные отношения, да. Все-таки сейчас прям пришло время для того, чтобы вы расставляли свои личные границы, чтобы вы показывали, что с вами можно делать, что с вами нельзя. И если вот эти вот ред флаги, короче, расставить вокруг, да, чтобы он понимал. Если у вас детки есть, да, тоже будьте очень осторожны с этим мужчиной. Это если вот на что он надеется, обратите внимание, да, если вы живете, и он хочет войти в вашу семью, он хочет как будто бы, но это еще тут очень много старших арканов, он может быть очень хитрым манипулятором, да, то есть, еще посмотрите, все-таки вы его загадали этим первым вариантом, да, и может быть, и я даже вот 100% советую, чтобы вы пообращали внимание на других мужчин, чтобы у вас было что докладывать на второй, третий, четвертый вариант, чтобы вы выбирали. Потому что я извиняюсь, но тут реально какое-то сильное влияние, вы можете под него вот попасть под это влияние, да, выходить из этого будет, ой, как сложно. Да, у него, если у этого мужчины какие-то вредные черты характера, которые могут, например, вредить. Вот, как говорится, мужчина познается не там, когда вы за него выходите замуж, он познается при разводе, да. А я вам скажу, что здесь может быть вот реально что-то жуткое при этом разводе. Он может быть совершенно сейчас таким хорошим и классным и все остальное, как вам может казаться, а вы можете под влиянием его быть. Все-таки выпал еще этот дьявол повешенный, девочки. Это ж не просто так в этом раскладе это выпало. Понимаете? И вы можете находиться под его влиянием таким, не оценивая здраво обстановку. Поэтому самое лучшее, вот знаете, надо незаинтересованных людей поспрашивать. Если у вас есть, например, какие-то незаинтересованные друзья, подруги, с которыми вы давно не виделись, но у вас какие-то такие, знаете, скажем так, нейтральные, дистанционные отношения, вот где-то кому-то можно раскрыться, даже по телефону, да, или тот, кто видел этого мужчину и все остальное, чтобы вы прислушались к тому, что про него говорят другие люди. Мы отсюда исключаем мам и пап. Понимаете, потому что мамы очень часто, они специально еще, специально, особенно дочкам, да, могут советовать не то, или то, что она считает важным тебе сказать, тебе этот подходит, тебе этот не подходит, да. Давайте еще, девочки, на него глянем. Его мысли о вас. Ну, хочет соединиться, хочет, чтобы вы его любили, он готов долго ждать, девочки, долго вас, скажем так, обрабатывать тоже готов. Он хочет, чтобы ты при нем очень сильно раскрылась интимно, чтобы прямо, знаешь, ему принадлежало интимно и все. И в то же время, опять же, вот эти вот земляные карты, девочки, они меня немного смущают, да. Они смущают, они доходят до того, что вот, например, если вдруг вы старше, если вы вдруг старше этого мужчины, скорее всего, это будет такое, знаете, может быть, манипуляция вами, хочешь безумного классного интима, то ты должна это сделать, или купи мне вот это, или помоги мне с этим. Будьте осторожны именно в материальном плане. То есть желательно, чтобы вы не зависели от этого мужчины вообще никак, да. В то же время, если вы принимаете подарки, то это действительно быть должны подарки, а не то, что вы должны их отрабатывать, да. Поэтому, девочки, смотрите, он сейчас зашел в этот 12-й старший аркан повешенного, и я вам скажу, что вот это, возможно, где-то даже его типичное поведение. То есть он где-то уже в каких-то в отношениях до вас, да, он в какие-то эти вот повороты входил. Если у вас, например, есть возможность, например, написать его бывшим, да, спросить, а как вот я вот хочу в отношения вступить с этим мужчиной, как ты думаешь, вот стоит или нет? Есть очень много девушек хороших и нормальных, да, и у которых, например, есть какие-то обиды и все остальное, да, или они, особенно те, которые давно были, они вам о чем-то скажут. И не переименайте это, кстати. Вот это написание иногда бывшим, но не тем, которые прям недавно были, потому что там могут вообще жесть что-то быть, и вам могут специально что-то такое гадкое написать. Но, например, кто давно, например, с ним был, да, или его такие
знакомые, они могут вам помочь разобраться с ним, потому что если вы сейчас прямо хотите с ним вот эти суперсерьезные отношения, да, то здесь надо прям вообще разобрать его. Разобрать прям по полочкам. Сможете вы с ним быть или не сможете? Потому что чем импульсивнее вы будете с ней действовать сейчас, да, или ай, я все равно его хочу, я все равно его люблю и все остальное. Это, девочки, иногда к хорошему ничему не приводит, да, и это потом становится нашим опытом. Нашим опытом с детьми или без, да, но с какими-нибудь разводами или без, но бывает такое. Так что будьте осторожны, тут карты реально предупреждают. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант, давайте посмотрим его чувства к вам сейчас. Ну, наконец, после сложного первого варианта, девочки, ваш просто идеальный. Идеальный. Так должны выпадать всегда карты, когда мы гадаем на мужчин. Ну, вообще, на хороших мужчин, на тех, которых действительно хорошо, что мы их выбрали на самом деле. Императрица, котики мои, он в вас верит, он верит в ваши отношения, в вашу любовь, он восхищается вами. Ему хочется, девочки, хочется верить, что вы будете его императрицей, или вы уже есть его императрица. Только вы в его в голове и больше никто. Даже если он где-то с кем-то может чем-то, как говорится, быть, это ничего не решает. Но выпала восьмерка земли, он в ожидании. Это, девочки, возможно, какая-то пауза. Вы в его голове живете, но здесь эта пауза, это какое-то такое, знаете, нежелание прям в данный момент как-то двигаться, как-то что-то делать лучше. Но, смотрите, он выпадает верховным жрецом, типа, я все равно буду с ней, я хочу быть с ней, это во имя, как говорится, всех сил. Возможно, ему пришлось куда-то уехать, или это отношения на расстоянии, да, но вы в очень такую большую, хорошую, крутую позицию в жизни его, в его сердце заняли. Он хочет быть с вами парой, император, императрица, но сейчас он в верховном жреце, то есть мужчина, который не до конца может выполнять все свои вот эти вот мужские функции по отношению к вам. И он это стопорит, потому что хочет сделать какие-то красивые шаги, да, а сейчас вот не получается. Вот по восьмерке и тройке у него прям как не получается все-таки действовать красиво в вашу сторону, понимаете? Испытывает какие-то трудности, девочки. Именно вот прям это связано с нахождением с вами. Возможно, он отвлекается много на работу. Это расстояние, это вынужденность его уехать куда-то, да, чем-то другим заниматься, кроме вас. Но вы в его сердечке есть. Возможно, было какое-то прощание между вами, да, то есть вы как будто бы разговаривали, и он с вами где-то вот прощался, но просил, чтобы вы его не забывали. Вот эти вот старшие арканы еще, знаете, на что указывают? Что он как будто либо слушает песни, которые ассоциируются у него с вами, да, либо даже сочиняет какие-то стихи. Вот если что-то вот где-то листает, например, в соцсетях, да, он все время думает, а как бы вы отреагировали? А как бы у вас бы вместе с ним это вот было, да? То есть он реально действительно очень много думает. Он думает о возвращении. Он думает о том, что все-таки вы будете с ним вместе, что да, есть какие-то трудности, но типа я их преодолею. То есть он верит в себя, он верит в то, что он поступит как мужчина, что как-то будет с вами, да. Он еще надеется на вот это принятие, интимное принятие, чтобы вы вместе с ним, как говорится, спали под одним одеялом. Ему это очень важно. Ему даже, вот знаете, тут вот как хочется покупать вам всякие там интересные украшения, какую-то такую интимную одежду, новые там эти, нижнее белье, для того, чтобы вы радовали его, да. То есть любовный король тут выпал, водный, красивый, туз огня.
Ну что, девочки, я вам скажу, что, конечно, на нем, у него в голове есть самое главное, что есть, в принципе, у любого мужчины, да. Он считает, что отношения с девушкой у него должны быть сексуальные, что они должны вместе проводить вот это время интимное, только он и вы. Он не хочет никаких других женщин сейчас. Для него, у него в голове живете вы, он вами дышит. Его сердечко вот стучит одинаково с вашим сердечком, да, то есть он подстраивается под вас. И в то же время у него действительно в голове такие высокие мысли есть, высокие мысли по отношению к вам, потом, как ваши отношения будут развиваться, да, он действительно здесь выпал мужчиной, не маленьким сыночком и не кем-то таким. Он в мыслях действительно правильные такие вещи думает, да, то, что мужчина там должен где-то содержать, что мужчина должен там дом построить, что мужчина должен. Он это все знает, и ему хочется это делать для вас. Понимаете? Ему хочется это делать. Но не надо забывать, девочки, вот наше представление о том, что нам мужчина должен, да, и то, что мужчина действительно понимает, что он должен для девушки делать, это немножко разные вещи. И он вот вся его душа, она на самом деле вот сейчас работает на вас, на распашку. Но все зависит от того, какого вот от 1 до 10, да. Мужчина, который сам, грубо говоря, на троечку, он и будет, ну, максимально раскрываться на троечку, если вы его не будете вести в этом направлении, да. Мужчина, который на 9, он на 9 будет раскрываться по отношению к вам. Но сейчас между вами есть вот это какое-то расстояние, что ему вот как будто ну, невозможно сейчас прям в этот момент присутствовать с вами. Но ему хочется, он думает о будущем. И в этом будущем, как складываются ваши отношения, он об этом очень много думает. И он думает, как он придет, как говорится, с пакетом продуктов, а там еще будет какая-нибудь доставка с Валберис, ну или там что-нибудь такое интересное вам лежать, да, это и цветочки, и вот, может, даже и нижнее белье какое-то, да, желание украсить вам, венок на голову одеть, вместе поваляться в ромашковом поле, вот такие желания идет, что это моя судьба, думает вот так вот мужчина про вас, да. И это сигнификатор императрицы, это очень долгий. Это может быть даже и неразделенная любовь у мужчины, да. То есть даже вне зависимости от того, вместе вы или нет, есть такие мужчины, которые все равно любят одну, да, и про которую часто думают, но они не говорят. Они, например, не могут с ней находиться, но он постоянно думает, да, она такая, она лучшая. Его очень многие мысли зависят от того, какого опыта он с вами набрался даже, понимаете? И он не то, что там будет сравнивать каких-то других девушек с вами, но да, будет. Все равно будет. То есть это мужчина, девочки, который ждет вас, ждет какого-то продолжения с вами, любовных отношений. Ему хочется. Давайте еще посмотрим его чувства к вам сейчас. 3 карты выложу. Все-таки опять выпала 9 воды здесь, 20-й старший аркан и 3. Ему приходится это все держать в своей голове. И как-то вот с реальностью это тяжело ему связать. Он, ну не то что фантазер, может быть и прям, но он реально очень много фантазирует о том, как вы будете вместе, какие у вас отношения, да. Она моя до гробовой доски, она моя, я хочу с ней быть, да. То есть он кайфует от этих мыслей, от этих мечтаний, которые связаны именно с вами. Но вот с реальностью тяжеловато. 20-й старший аркан, он окружен таким, что я вынужден, да, не быть с тобой сейчас вместе. Я вынужден свои мысли держать в своей голове. То есть много
слово «вынужден». То есть все, что он делает, можно вот впереди добавлять глагол этот «вынужден», да, и будет и его жизнь. Я далеко, я вынужден быть далеко, да. Я не помогаю тебе деньгами, я вынужден не помогать тебе деньгами. Типа, я не говорю тебе о своих чувствах, я вынужден не говорить тебе о своих чувствах, да. Вот это вот слово «вынужден», оно у него присутствует. Но я вам скажу, что, скорее всего, это временное такое явление. И если вот прям, знаете, вот вы захотите, да, судьба захочет. Это мужчина, который вот реально, вот он вас наполняет энергией, мысли. Такая, это живительная энергетика идет от этого мужчины. Реально живительная в вашу сторону. Знаете почему? Она как-то вас развивает. Но, кстати, надо тут немножко тоже себя словить на мысли, что ж такого живительного он вам внесет. Это, девочки, может быть все что угодно, в зависимости от того, вот так как это третий старший аркан императрицы выпал, да, у вас именно. То есть что-то он вам дает. Несмотря на то, на ваше общение, оно может быть негативное, да, но что-то он вам такое несет, что в вашу жизнь очень хорошо кристальными родниковыми водами затекает в вашу жизнь. Это может быть, да, что у вас хорошо сейчас работает денежный канал. Или, например, у вас там хорошее настроение, вы красивеете, потому что мы, девочки, можем с мужчиной чахнуть, а можем красиветь. Как от удобрения какого-то, как от воды, да. И фишка в том, что здесь идет, что вы все-таки вот от него что-то получаете, даже когда он может быть не рядом с вами. То есть у вас какие-то вот, когда вы думаете о нем, в эти моменты есть какие-то знаки и есть какие-то вот ну, что-то хорошее, это как вот магний выпить, да, магний с витаминами В6. Вы вроде бы таблетку выпили, да, а что-то просияло, что-то вот жить захотелось, да, тучи разведу руками, да, что-то тут такое хорошее, позитивное от него все-таки здесь работает. Давайте еще глянем. Так, его чувства к тебе сейчас. Любовь. Любовь, девочки, смотрите, пятерка земли выпала, вы выпали здесь королевой воздуха, а он выпал рыцарем воды. То есть он любит вас действительно больше, чем вы его. Тут вот вы более такая, знаете, сама себе на уме, такая хитрая лисичка, которая, в принципе, вот ну, вы у себя на первом месте. Этот мужчина у вас далеко не на первом месте, да, может быть, или на втором после вас, либо вообще на 10-м, да. Но дело в том, что можете ли вы, например, обращать внимание на других мужчин? Да, можете. И у вас это в голове, оно присутствует такое, что вот у меня все-таки должен быть выбор, да, а я буду смотреть, как ты будешь действовать в мою сторону, и от этого будет зависеть, буду ли я с тобой. Понимаешь? У тебя есть такая вот стержень, где ты не позволяешь мужчине прям зайти в твою душу и быть его рабой. Нет, ты нифига не рабыня. А он, кстати, и становится твоим рабом. Вот в ваших отношениях ты ведущая, он ведомый, ты хозяйка, он раб. Понимаешь? И он с этого рабства, да, какого-то такого не хочет выходить. И если он даже будет ближе к тебе, он хочет быть в этом рабстве каком-то. Но, смотри, королева воздуха, она немного холодноватая, да. То есть вопрос, будет ли он получать, например, от тебя именно те любовные, счастливые моменты, которые бы он бы хотел, чтобы они рисовали ему любовь. То есть этот мужчина, знаете, в чем еще такая его проблема, кстати, этого мужчины, да, что, скорее всего, он даже склонен к тому, что вот часто попадать в какие-то страдальческие отношения, где он страдалец. Есть еще такое матное выражение, страдалец, да, и он, наверное, все-таки к таким страдальцам относится здесь. Он такой иногда мог быть, если это были бы, если у него, например, были уже отношения, скорее всего, он там был страдалец или созависимый, пока его не выкинули, понимаете, то он был бы в каких-то таких вот отношениях. Но это не ко всем так, не ко всем. Все-таки он выпал верховным жрецом и императором. Эти карты указывают на то, что он не с каждой женщиной
не так, да, и не он не будет, он очень избирательный. И вот этих девушек, которых он избирает в своей жизни, они вот часто все-таки он попадает в эти отношения страдания. Я так думаю, он выбирает красоток, красивых таких, классненьких и все остальное, поэтому он на вас тоже подвис, да, на красоточке. Но вот мягкость какая-то в нем присутствует, в этом мужчине, такая вот мягкость, томность в отношении вас. Вы все-таки, как королева воздуха, можете это даже считывать как будто не просто мягкость, да, а то, что там слабость какую-то читает. Но это не совсем слабость, девочки. Он слаб к определенному типажу женщин, да. И этот типаж женщин не так часто ему попадается. И вот вы как раз в его типаже, когда он становится иногда как тряпка, а вы не готовы, например, разделить эту участь тряпочную вместе с ним, потому что у вас читается все-таки, знаете, такая сила. Сила, эгоистичность, харизма тоже, да. И он это тоже в вас все прочитал, а вы, как говорится, не на помойке себе нашли. И вы стоите больше, чем выедено скорлупа там или еще что-то, да. Поэтому он заходит в этот круг таких вот тряпочек. Бессознательно, девочки. Он до конца это сам даже и не осознает. Его чувство к вам сейчас. 21 старший аркан мира, восьмерка. Он хочет мур-мур-мур. Он хочет мурчать с вами на закате. Он хочет все-таки быть с вами. Он считает, что он с вами связан. Это любовные разговоры об интиме. Вот у него такое, что я хочу. Он реально как мужчина хочет проявляться. Именно даже вот в сексуальном плане. Хочет проявляться. Хочет проявляться. Я хочу с ней быть, да. Я хочу ей владеть, потому что это моя женщина. Я хочу, чтобы она была моей женщиной. Она моя красотка. Все, понимаете? И очень много вот таких вот карт. Вот два вот этих рыцаря повыпадало, да. Любовный и огненный, сексуальный. То есть он будет действовать в вашу сторону. Даже если у вас какие-то непонятки в начале могут пробуксовывать отношения быть, да. Но этот мужчина будет делать все в зависимости от своей ступени развития, да, для того, чтобы быть с вами. Но есть одно но. Вы не забывайте, что вы выпали холодноватой, скажем так, королевой и императрицей. То есть, если он вам не ровня, скажем так, во многих моментах, да, то, возможно, вы поиграете и бросите его. А если он, девочки, ровня вам, да, вот, имеет что-то, да, такой вот практичный больше и все остальное, то вот тут можно спокойно, как говорится, за этого мужчину замуж выходить. Главное вот понимать, он пришел в вашу жизнь для чего? Для подпитки вас или для того, чтобы быть вашей второй половиной. Тут, девочки, вы будете путаться, половина ли это ваша вторая, либо это ваша подпитка, потому что подпитка, конечно, от него такая реально сильная идет, мощная, я бы даже сказала. Но вот если вы ее получите, да, вот эта вот королева воздушная, которая у вас выпала, да, она может потом бросить его. Вы можете его реально бросить, девочки, да, потому что вот в какой-то момент вам надоест вот это вот все, и подпитавшись им, вы скажете, все, хорош, больше не надо. То есть тут надо вот всегда вот такую вот держать в голове, хотели ли бы вы за него замуж, даже вот с вашими планами на жизнь, с вашими, например, работами, заработками, бизнесами или саморазвитием каким-то, да, через 10 лет, если когда вы разовьетесь до того момента, вот как вы захотите, да, или там начнете вот стариться, вот он вам в старости нужен будет такой или не нужен, да. То есть задавайте себе почаще такие вот вопросы в зависимости от того, к каким целям вы идете. Потому что это может либо просто мужчина для подпитки быть, такая вот, знаете, ковшик воды для прекрасной розы, либо это девочки
постоянно какой-то ваш родник, и вы вот хотите постоянно быть с ним. То есть вот тут вот надо будет немножко задумываться. Вот такой вот, мои дорогие котики, у нас выпал второй вариант. Смотрим третий вариант. Его чувство к тебе сейчас. Так, здесь у нас выпала двойка огня, девочки. Это говорит о том, что вот он сейчас такой на изломе. Ему хочется интимной близости. И если вы ему это давать, как говорится, не будете, он подумывает, да, о каком-то, как говорится, флирте на стороне все-таки. Потому что вот тут по двойке огня, тут есть такая усталость, знаете, как такая, немного кабелиной усталости есть, да. Хочется каких-то отношений, хочется близких отношений, хочется флирта, хочется, чтобы его называли таким классным, крутым, лучшим, да. И дело в том, что это тоже может обозначать то, что есть какая-то бабенка, которая положила глаз на вашего мужчину. То есть, ну, тут все равно двойка огня, это нет такого суперсерьезного чего-то, но есть такой момент. 21 старший аркан, королева воздуха, колесница выпала. Ну что, девочки, здесь возникает такая немного опасная ситуация в вашем случае, да. Она говорит о том, что что-то, возможно, не так в ваших отношениях. И он где-то там чего-то, где-то смотрит на сторону. Возможно, где-то какая-то появилась профурсеточка. И я вам скажу, что королева воздуха это, скорее всего, брюнетка какая-то, которая как-то, знаете, взглядом взглядом с поволокой посмотрела на вашего мужчину, и он немножко поплыл. Но двойка огня, она говорит о том, что это чисто такой, знаете, блядский интерес. Вот реально, знаете, просто такого чего-то блядского кому-то захотелось. Либо этой женщине, либо вашему мужчине, и он об этом задумывается. У него есть какие-то такие скорбезные моменты, да. Что он чувствует именно к вам сейчас? Вообще-то у него к вам серьезные намерения. К той какой-то, это брюнетка, я ее даже, знаете, вот прям вижу, да, чувствую, что вот подкралась. Но к вам он относится намного более серьезно, чем к ней. И с вами он связан этими старшими арканами. Колесница, маг, 14 старший. Либо это, девочки, реально ваш муж, либо он думает все-таки, знаете, про замужество с вами, но вот это вот какие-то такие странные такие моменты. Я так думаю, где-то флиртанул где-то с кем-то. Или он увидел, что какая-то женщина к нему неравнодушна, ему просто это приятно, и это считывается. Вот то же самое, что нам, девочки. Где-то кто-то на улице скажет какие-нибудь, знаете, комплиментики, иногда под настроение тоже заходит, правда? И мы все равно таки где-то счастливые идем. И вот сейчас карты считывают, как он тоже вот немножко такой счастливый от того, что где-то ему, возможно, сказали какие-то пошлые комплименты или вот как-то посюсюкались с ним. Но там я не вижу вот прям, знаете, такого дикого интереса с его стороны. Он понимает, что он, возможно, кому-то нужен. И если что, как говорится, на стороне его ждет такой вечный перепих, да, то, что, ну, где-то, может быть, сам себя успокаивает, что кто-то на него, в принципе, там где-то смотрит. Его чувство именно к вам. Он к вам неравнодушен, но смотрите, кем вы выпадаете, да? Вы королевой земли выпадаете. Вы выпадаете такой вот земной, практичной, прагматичной где-то, да. У вас какие-то жесткие принципы есть, которых нет, возможно, у других, да. И вот вы рассматриваетесь для серьезных отношений, там, для замужества, для женитьбы, да. Но вот, например, какой-то пошлости у вас нету. У вас нет той пошлости, которая есть у каких-то людей, понимаете? А у людей это есть. Но, смотрите, вы выпали в окружении червовых карт, да? То есть он больше вот склонен к вам, он присматривается к вам, если вы не с ним вместе, да? Он бы хотел бы от вас вот этого всего такого, да? Но он понимает, что вы не можете это ему дать, так как может дать ему лять.
понимаете? Вот в этом вся загвоздка такая идет. Но это вот временная двойка и десятка огня, которые на ее стороне выпали, да. Это, как говорится, карты битые, девочки, и это нифига не козыри. Это так, для интереса. В очко поиграть, понимаете? Есть такая игра 21 очко на картах. Ну что, давайте дальше еще посмотрим. Его чувства именно к тебе сейчас. Паш воды. Он бы хотел к тебе больше любовно действовать, да? Ему бы хотелось, чтобы ты была такая более нежная с ним, потому что в тебе больше такой, знаешь, жизненных принципов каких-то много, начитанности, какой-то такой интеллигентности, рациональности, да? Возможно, такой аристократической холодности тоже. А с ее стороны, короче, она ему тоже не подходит, да, но она проявила к нему явно тут интерес, потому что тут бы так бы он не проснулся бы ни с того ни с сего, да. И вот, в принципе, он к тебе, конечно. Это кавалер для тебя, но не для нее, да. Вот такие дела. Но Паш воды — это тот, который не действует, тот, который замер, тот, который вот думает, что должна быть какая-то более между вами нежная любовная связь, да. Вот смотри, как его очень легко переманить на свою сторону, девочки, да. Просто говорите ему комплименты и такие, знаешь, можно даже такие пошлые комплименты говорить. Я, девочки, замужем, и то я иногда вот такие вот, как отмочу какую-нибудь, знаете, такую пошлятину, такую вот жесткую даже пошлятину, я бы сказала. И это им нравится, да, потому что мужчинам, я имею в виду, это почему им нравится? Потому что вот они тоже хотят какой-то где-то немножко грязи какой-то, да, как ландрасу в свинье хочется поваляться в грязи, остыть немножко, да, подумать о своих чувствах, вот, и вы можете создать ему вот эту песочницу, эту такую лужу с грязью, шлангом воды полить, да, потоптаться там, и, короче, пусть он там в этой грязи, как говорится, полежит, потому что все-таки иногда вот это, знаете, такая эмоциональная разгрузка идет. Невозможно все время стоять на посту, быть все время с таким белым воротничком. Хочется иногда побыть с вонючими носками, да, вот так вот. И такие дела. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Так, десятка воздуха. Он не получает от тебя, смотри, он не получает от тебя как король огня. Какой-то сексуальной, любовной истомы нету. Десятка воздуха выпала, да, вот потому тут, как говорится, на горизонте и зазвездились ляди, девочки, да. Но смотри, он по тебе скучает. Пятерка кубковая выпала. Он скучает, думает, как ты там, что. У него к тебе вот прям любовные мысли. Но так как он лишен каких-то таких утех, скажем так, да, поэтому он как недополучает, он голодный, девочки, просто голодный мужчина. Поэтому подумайте, что вы можете сделать в этой ситуации, да. Возможно, надо в какой-нибудь, если у вас есть возможность, ролевую игру сыграть, да. Ролевую игру «Проститутка у дороги» и «Мимо проезжающий ботаник». Вот что-нибудь такое, чтобы между вами такая прям супер разница была. Просто ролевая игра, да, чтобы он мог расслабиться и почувствовать это. Можно даже, девочки, добавить, что ваша стоимость всего лишь там 15 рублей. Но, например, еще за дополнительные услуги еще по столько-то беру, там плюс 5%. Ну, короче, какую-нибудь такую фигню, но очень пошлую. Если ему сказать, вы посмеетесь, и вы разрядите обстановку, и вы перекинете на себя вот это вот внимание, да, к тем каким-то лядям, которые неравнодушны к вашему мужчине, девочки. Понимаете? А почему это происходит? Потому что вот он голодный, да, и вокруг него создается вот это вот биополе, куда девочки часто попадают. Вот смотрите, к ботаникам, к холодным мужчинам, да, никто не лезет, потому что нету каких-то таких знаков, позывных каких-то, да. А вот от него, как говорится, пахнет феромонами, он бы хотел бы чего-нибудь эдакого. Давайте еще глянем его чувства к тебе сейчас.
Он боится, девочки, что вы ему это не дадите. И причем прям уверен даже, что вы не дадите ему это. Поэтому в вашу сторону он даже вот боится действовать. Опять вот 2 пажа выпало. 2 пажа и пятерка огня. Очень редко. Это 1% из 100 будет говорить о том, что это какой-то вот даже не любовный треугольник, а то, что он пошел по лядям. Это 1% из 100, вот чтобы он пошел и начал там этим месить, это все там начал, да. Но потому что по отношению к вам он все-таки в пажах, в таких, знаешь, как будто вы к его паху приложили мешочек со льдом, девочки. Может быть, это и травы, может быть, это и чистотел, да, лед с чистотелом, соком чистотела, но вот и как бы он думает, что не там, не в вашей стороне сейчас такая вот лядская отзывчивость, да? Вот вы ему не додаете. Поэтому что я вам предлагаю здесь в этом варианте? Все-таки на себя это перекинуть, девочки. Даже можно не то, что там, вы можете быть не горды, вам может быть это нафиг сейчас не надо. У вас может быть, если сниженная либидо, да, у вас может быть эти дела красные дни календаря, но вы можете с ним поиграть, даже вот словесно, да, что, показать, что вы можете быть и такой. Понимаете? И чтобы он еще задумался, да, ого, ничего себе, вот какой-то эффект неожиданности. Мужики очень любят вот эти эффекты неожиданности, да. Вроде бы вы такая добрая, строгая, порядочная, и вдруг, да, на вас какие-то порванные красные чулки, и какая-нибудь смазка с клубничная, да. И если ему просто даже прислать такую фотку, он охренеет, девочки. Он охренеет, да. И не надо это даже на себя надевать. Можете просто надеть на руку и вот смазку сфоткать и сказать: боже, ой, даже не знаю, куда это вот сегодня ли применить это, где, на ком. Прикинь, нашла, валяется у меня за диваном, пылесосила. Понимаете, чтобы у него вот эта вот фантазия разыгралась, девочки. Разыграйте его фантазию, сыграйте на нем, как на пианино. Прям конкретно так. Ну, давайте еще глянем его чувство к тебе сейчас. Девятка земли. Девочки, он очень голодный, очень. Опять выпал девятка земли, четверка огня. Да? Это отшельничество, это нехватка интимной близости. Просто ему этого не хватает. Хочется коту погулять. Хочется в открытые двери шмыгнуть в подъезд или выкинуться с форточки, да, для того, чтобы там где-то наиграться, а потом прийти через 2 недели чумазом домой и мяукать под дверью. Вот что к чему склонен сейчас ваш мужчина. Но его может еще что-то останавливать. Все-таки тут двойка воздуха выпала. Это, девочки, говорит о том, что все-таки у вас есть те ключи, которыми вы можете им руководить. Понимаете? Так что возьмите все в свои руки, котики мои. Не отпускайте его вот просто так, без ничего, да. Потому что здесь вот все-таки этот сигнификатор двойка огня, и она, девочки, предупреждает вас о том, что вот тут вот где-то закручивается вороночка лядунишек. Вот такие дела, котики. Такой вот третий вариант. И давайте посмотрим четвертый вариант. Четвертый вариант, его чувства к тебе сейчас. Ну что, мои котики любимые, выпала у нас карта такая, карта ожидания, карта необщения, карта какой-то паузы между вами, карта того, что либо все сказано, либо много недосказанностей, никто не хочет начинать, никто не хочет продолжать какие-то диалоги. Карта, когда каждый может из вас уйти в себя, и это карта, когда вот прям ничего не происходит на горизонте, тишь да благодать. Ну, давайте еще глянем. Его чувство к тебе сейчас. Его чувство к тебе сейчас.
Так, выпала у нас шестерочка земли. Ожидание опять. Какое-то ожидание, ожидание. Вокзал прям на двоих выпал. У него существует, у этого вашего мужчины, которого вы здесь загадали, да, страх в проявлении именно своих любовных чувств сейчас, да? Какой-то страх вынуждает его сейчас оставаться там, где он есть, и ничего не предпринимать. То есть выпали две карты ожидания и ничего не происхождения. И выпала семерочка воды, которая говорит о каких-то страхах. То есть он обездвижим сейчас страхами. Может быть, вы поссорились, может, вы на расстоянии находитесь, да, и не хочется сейчас мужчине как-то вот прям любовно к вам проявляться, потому что он боится, что он, да, если, вот знаете, скажет вслух какие-то вещи, он останется с этими сказанными словами один на один. И он боится ответственности за это сказанное или за что-то сделанное, да. Поэтому он выдерживает такую вот максимальную паузу, максимальные непонятки какие-то, которые ему сейчас удобны и кажутся ему очень комфортными, защищающими его интересы. Давайте еще глянем. Его чувства к тебе сейчас. Да, паш воды. Он, девочки, по вам скучает, но у него как будто нет возможности сейчас либо как-то связаться с вами. Вот реально, вот кажется, как так можно, типа, всегда есть телефон, и можно позвонить или всегда можно написать, да? Но тут выпадает так. Паш воды, который боится высказать свои чувства, и из-за того, что у него есть какой-то страх, страх того, что дальше отношения не будут развиваться, или страх того, что они будут развиваться, и поэтому страх, да. То есть это может быть мужчина такой, который не хочет развивать отношения, потому что, или даже боится что-то делать для того, чтобы эти отношения развивались дальше. Вот и все. То есть он еще не решил ничего для себя. Он для себя ничего не отметил. У него нет каких-то таких максимальных каких-то желаний, которые он хотел бы выражать, действовать, да, и все остальное. Но все-таки он выпал к вам пажом воды, это раз. А во-вторых, это семерка. То есть он боится чувств. Он боится своих чувств, боится развития отношений. Боится того, что все может куда-то далеко зайти, да. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Две пятерки, но это показатель уже такой. У него ничего нету. Это мужчина, который в ближайшем будущем что-то потерял, да. Ему не дали зарплату или там еще что-нибудь, короче. То есть у него сейчас пустые карманы, пустая голова. Может быть, и, как говорится, знаете, то же самое, что не купил себе поесть и лень выходить, да. То же самое и в отношениях он, да. Вроде бы и хочется отношений, и в то же время лень как-то действовать. А если я буду действовать, я должна нести какую-то ответственность за эти действия. А мне это надо или не надо? Но думает он так, но он думает сейчас даже очень слабо. Он думает очень слабо, девочки. Он сейчас выбрал такую позицию оставаться там, где находится. Возможно, это затворничество. Хочется посидеть дома, либо вот просто там на работе быть и все, ни о чем не думать, да. Хочется просто красить забор, там, или делать какой-то ремонт, или там еще что-нибудь такое вот делать, вырезать болванки, матрешек из дерева, щепу драть в лесу, да. То есть вот такое вот желание и все. Давайте еще глянем. Его чувства к тебе будут ли развиваться? Нет, девочки, вот прям в ближайшее время, смотрите, если вы с этим мужчиной расстались, продолжения не будет. Он к этому не готов, он от этого ушел, и он слишком вялый, понимаете, для того, чтобы развивать эти какие-то отношения. Это может быть маменькин сынок здесь, и это может быть мужчина на расстоянии с вами. Да, на расстоянии, девочки, где его чувства сейчас поутихли. Может быть, из-за того, что вот мы гадаем, сейчас жара стоит, да. Может, девочки, вот в работе он как-то там подвис,
и все. Мог даже заболеть. Но тут не идет болезнь, тут какая-то вялость и апатия идет у него. Больше потеря энергии, вялость, апатия. Ему ничего не интересно, это не хочу, это не буду. Какой-то вот такой вот весь его чувство к тебе сейчас. Он может вам пописывать, да, но он даже особо и не ждет ответа. То есть такая какая-то... Смотрите, туз воды выпадает. Ему бы хотелось, чтобы вы проявлялись в его сторону больше, чем он. Но, если честно, тут надо делать какие-то супер, какие-то, я не знаю, на руки его взять и поносить, букет цветов подарить, или присылать курьером букет цветов к его подъезду или класть на его машину, понимаете? Вот такой вот мужчина, который ждет проявления от вас тоже, но вот эти вот проявления он не будет сейчас никак нормально оценивать по-нормальному, потому что он такой вялый и апатичный. Видите, даже вот если вы будете двигаться с любовью, да, с желанием продлить с ним отношения, то есть он будет все равно отмораживаться, девочки. Понимаете? Будет морозиться, как какой-то, я не знаю, верховный жрец, дьявол. У него, девочки, сейчас, вот скажем так, через 2 недели где-то, верховный жрец, дьявол и 4 земли выпадает, да, что-то будет, у него будут изменения в жизни, связанные с его местоположением, с жизнью где-то. Возможно, его попрут. Попрут со съемной квартиры, попрут с дома, он переедет, поедет отдыхать, это тоже может быть, да, поедет не знаю, на картошку, короче, в деревню куда-то может свалить и все остальное. То есть он думает, а что сейчас рыпаться, когда мне там чего-то, да. Он знает, что вот через 2 недели что-то начнется такое. Возможно, его могут попереть с работы, этого мужчину, да. Ну, короче, что вот он знает, что он начнет куда-то двигаться, и это движение будет от чего-то, и оно будет связано с его деньгами какими-то, да. И фишка в том, что вот у него как-то выпадает вообще, и денег особо нет у этого мужчины сейчас. Его чувства к вам возобновятся вообще. Знаете, девочки, они могут возобновиться, ваши с ним какие-то отношения. Но опять же, да, все вот оно упирается в то, что вы его загадываете, и у вас вот этот интерес к нему, он же тоже, кстати, так цикличный. Он зигзагообразный, ваш интерес к нему. Вы то на него гадаете, то забываете про него, то гадаете или там вспоминаете его, а потом опять забываете, да. То есть у вас тоже нету такой вот прям привязки к этому человеку, потому что она даже считается на Таро, да, что вот мы сейчас посылаем импульс, да, и считываем, но он назад как-то мне не возвращается. То есть я когда вот сейчас раскладывала карты на его чувства к вам, да, я со своей стороны, вот то, что вы чувствуете, я не вижу, что вы прям как прям привязаны к этому человеку, да. Может, это просто из-за интереса вы его загадали, этого мужчину, да. Или, может, вы его не любите по-настоящему, да. Или это бывший какой-то. Или это отношения на расстоянии, которые, ну так, и знаете, то есть, то нету, может быть, и все остальное. Или, девочки, это мужчина, который вам просто где-то нравился, да, и периодически вы его встречаете, поэтому на него загадываете. Вот так вот. Потому что с вашей стороны тут не выпадает такого суперинтереса. Да, симпатия какая-то есть, да, но вот как-то глубокой такой вот постоянной любви, звона этого, знаете, нету, не стоит у меня в ушах звон от вас. Ну, давайте еще вот на него разложим немножечко и посмотрим. Его чувство к тебе сейчас. Его чувство к тебе сейчас. Ну вот, опять боязнь, хочется быть самим собой. Этому, смотрите, вы для него, конечно, вкусненькая, да, королева огня, но он рыцарь земли. Он, знаете, вроде руки есть, да нечем вас взять.
Понимаете? Что-то вот такое идет. Вот как будто если вас в одной комнате с двухспальной кроватью поставить, да, и вас туда положить, в эту кровать, и я вам скажу, что он будет ходить, курить в окно, потом скажет, что тут пыльно, а потом спросит, почему ты легла. Вы будете даже к нему и приставать, он такой: «Ха-ха-ха, не знаю, тарали-вали». И это будет поза, как говорится, наездницы, да. То есть он максимально сейчас какой-то невкусный, именно энергетический. Вы вкусная, а он нет, девочки. И все-таки в этом варианте как-то вот телодвижений мало. И это затягивается, поэтому я бы все-таки, вот если вы еще хотите любви, девочки, да, отношений каких-то и все остальное, при таком валете можно еще, девочки, кого-нибудь искать, да. Если вам скучно по вечерам, чтобы не колупать голову ни себе, не ему, можете колупать спокойно голову людям и зайти на сайт знакомств и прикалываться, переписываться, знаете, и все остальное. Тех знакомств, анонимных знакомств, рулеток, всякого такого очень много. Да, там не все вкусняшки, там много тоже свежемороженых, непонятно кого, свежевымороженных людей. Но если хорошо, вот возьмите, как, знаете, представьте, что вы на мельнице, и надо мельничихой поработать, да, вот через сито поработали 2 дня, да, а потом у вас уже и появляются хорошие такие типажи для того, чтобы сходить с кем-то на свидание, с кем-то провести вечер, с кем-то спортом позаниматься, с кем-то в бассейн сходить, с кем-то, девочки, и еще чем-то позаниматься. Потому что вот эта вот королева огня, я считаю, она не должна быть одна и просто гадать на этого одного мужчину. Она должна пользоваться своими возможностями, понимаете? А возможностей много. Вот после 60, конечно, немножко снижается, да. Хотя бы я не сказала, девочки, я бы не сказала. После 60, особенно когда хорошо одета женщина, когда на ней там, знаете, все такое интересное, то лезут. Я знаю женщин, которые все время говорят, что опять сегодня какой-то дед пристала. Вот такие дела, котики мои. Так что вот такое вот у нас сегодня было гадание на мужчин. Оно, в принципе, такое. Я сейчас такие вот гадания делаю на его чувства. Они не на супер перспективу какие-то. Они на ближайшее такое вот будущее. И кому, девочки, интересно, я создала много плейлистов сейчас новых на канале. Если вы зайдете на канал, и там будет вкладка плейлисты, будут вкладки курсы, ну, короче, много таких вкладок интересных, с магией тоже. Поэтому заходите, смотрите. И только для Ютуба у меня есть спонсорство на канале. И в Телеграме я копирую, девочки. Много что скопировано. Телеграм у меня канал полностью переделан. Ну, как переделан? Я везде тайм-коды добавила. Всю такую красоту навела. Удалила ссылки на Ютуб для того, у кого нету сложности с Ютубом. В общем, пока так. У нас в Телеграме и спонсорство на Ютубе. Поэтому, если вам интересно, девочки, иногда такие болталки перед сном, какие-то новые гадания интересные, заходите. У меня в спонсорстве много что такое есть. За вашу маленькую приятную поддержку мне, моему каналу, я для вас тоже буду больше стараться. Все, любимки мои, люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.